Посмотрите на этот небольшой ручей, находящийся в штате Невада. Довольно продолжительное время территория, где протекал этот ручей, была пустынной, и на ней почти ничего не росло. Но однажды все изменилось, и ручей стал прекрасным оазисом. Наверное, многие, видя кадры до и после, думают, что здесь произошло какое-то чудо. Можно сказать и так. Только вот чудо произошло не само по себе, а благодаря самым обычным бобрам. Вы на канале «Дикий мир», и сегодня мы откроем для вас секреты бобров, этих неутомимых строителей, которые могут превратить пустыню в рай. Не забудьте оценить это видео и подписаться на канал. А мы начинаем. Вообще, на то, чтобы ручей превратился в оазис, ушло 30 лет. Но давайте поговорим обо всем по порядку. Итак, все началось с выпаса скота. Когда европейские поселенцы только обосновались на этой территории, они еще не задумывались о том, что позволять скоту пастись рядом с ручьем не самая лучшая идея. Животные съедали всю растительность, и это привело к тому, что здесь вообще почти перестало что-либо расти. Ну, а у нас есть идея. А уже из-за этого пропала и вода. Ручей практически полностью пересох. В 1980-х годах биологи попросили фермеров, чтобы те больше не позволяли скоту пастись у ручья. В результате растительность вновь появилась. Воды стало больше. В это же время появились бобры. Эти животные, как известно, строят плотины. И вода, вместо того, чтобы двигаться по течению, замедляется и накапливается. Вырастают не только ручьи, но и пруды, а также уровень грунтовых вод. И, конечно, увеличивается количество растительности. В общем, становится комфортнее в целом. Так и вышло. И регион, который раньше можно было назвать только пустыней, превратился в очень комфортное место, где стали обитать самые разные животные. Давайте рассмотрим, как вообще бобры строят плотины. Сначала животные возводят фундамент из камней, после чего переплетают поваленные деревья, ветки и сучья, которые самостоятельно собирают. Острыми зубами бобры перекусывают сахаристый слой сучья, находящийся под корой. Это и питание, и отличные строительные материалы. Плотины укрепляются прудовыми растениями и илом, и в итоге становятся невероятно крепкими. Когда строительство плотины заканчивается, появляется бобровый пруд. В нем растут растения и обитают животные. Но иногда происходит так, что бобров перестает устраивать их место обитания, и тогда они решают перебраться на новые. Без них плотина разрушается. Вода, которую она сдерживала, вытекает, а вместо с ней — ил, ветки и листья. Территория начинает заполняться растительными остатками и высыхает. В итоге на этой территории даже может образоваться годящийся для выпаса луг. Ручей, кстати, остается на месте. На лугу появляются деревья. Это, как правило, осины, ивы и другие виды, которые очень нравятся бобрам. И, конечно, бобры вновь приходят на эту территорию. И все начинается сначала. Кстати, а вы знали, что всего одна бобровая плотина может значительно улучшить условия жизни большого количества рыб, насекомых, птиц и млекопитающих, которые обитают в реке и рядом с ней? Да-да. Вот такой дешевый способ восстановления ландшафта. Не нужна никакая техника. Не нужно ничего копать. Достаточно зубов, лап и хвостов. Но бобры могут не только это. Еще они способны действовать, так сказать, в обратную сторону. То есть плотины могут еще и спасать от наводнения. Как это происходит? Плотины могут иметь свободный борт над уровнем воды. Во время сильных дождей река или озеро наполняется водой. Затем плотина постепенно сбрасывает лишнюю воду, из-за чего уменьшается высота поводковой волны. Поговорим также и о пожарах. Когда бобр создает плотину, он превращает ручей в заболоченную территорию. Все становится очень влажным. Когда случается пожар, огонь обычно идет по пути наименьшего сопротивления, сжигая сухую растительность вдали от бобровых прудов. Зеленые участки, созданные бобрами, отличное убежище для тех животных, которые просто физически не способны скрыться от огня и где-то переждать пожар. Да-да,
территория вокруг бобровых прудов останется почти нетронутой, в то время как другие участки сгорят. А вот еще интересная информация. Дома бобров часто служат убежищем для других животных, и свободные, заброшенные и занятые. Например, водоплавающие птицы могут обустраивать там гнезда. В тех местах, где есть плотины, намного лучше себя чувствуют и рыбы. Бобры, кстати, рыбу не едят. Было проведено исследование, которое показало, что бобровые плотины благотворно влияют на лосося. Еще бобровые пруды становятся средой обитания множества насекомых, которые являются пищей для тех или иных животных, в том числе и для лосося. Бобры даже регулируют температуру воды на разных участках образованных водоемов, и едва ли не каждый может отыскать там для себя комфортный уголок. Кроме того, бобровые плотины оказывают положительное влияние на численность лягушек и жаб, поскольку обеспечивают защищенные места для созревания личинок в более теплой и насыщенной кислородом воде. Также плотины приносят пользу певчим птицам, поскольку создают для них как пищу, так и среду обитания. Так что совершенно неудивительно, что пруды, созданные бобрами, гораздо более биологически разнообразны, чем любые другие. Это подтверждено многочисленными исследованиями. Можно еще очень долго говорить о том, насколько полезны бобры, а ведь их когда-то чуть не истребили. Раньше эти млекопитающие обитали по всему миру, до тех пор, пока в 1500-1800 годах не началась торговля пушниной. Именно это и привело к почти полному исчезновению бобров. Кстати, ситуация изменилась не так давно. Численность этих животных увеличилась благодаря исследованиям и деятельности защитников природы. Однако бобров все равно на планете не так много, примерно 10 миллионов особей. А когда-то в одной только из Северной Америки их обитало 100 миллионов. Ну а потом люди пустили животных на шапки, из-за чего, впрочем, были наказаны наступлением засухи. Говорят, что юго-запад США многие связывают с горячим песком и отсутствием растительности, именно из-за истребления бобров. Пока животных здесь обитало достаточно, территория была намного зеленее. Хорошо, что люди, глядя на пересушенные земли, вовремя пришли в себя и начали исправлять содеянное. Теперь они специально заселяют бобров на нуждающиеся в зелени территории. А еще люди забирают животных оттуда, где они могут навредить, и переселяют туда, где на помощь могут прийти плотины. В 1940-х годах в штате Айдахо, например, развернулась целая кампания по заброске бобров в ящиках на парашютах в глухие места. Интересно, удалось ли тогда кому-то увидеть прыгающего с парашютом бобра? В общем, происходило все так. Животное помещалось в ящик, к которому прикреплялся парашют. Затем ящик выбрасывали над нужной территорией с самолета. Ну а после всего этого бобры уже начинали делать свое дело. То, насколько это дело полезно, вы уже поняли. И ведь все то, что делают бобры, они делают абсолютно бесплатно. Если учесть, что природа нужна не только животным, но и человеку, чтобы он вообще выжил на Земле, можно сделать вывод, что люди в долгу перед бобрами. Кстати, было даже посчитано, что эти животные каждый год приносят примерно 632 миллиона 117 тысяч долларов. Только подумайте, бобры выполняют такую важную работу и не требуют даже обычной благодарности. Вроде бы шутка, но есть над чем задуматься. До скорого.